Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Вот на этой неделе осень и зима встречаются как будто. И вообще до Нового года остается, совсем немного времени. И оно у нас пролетит молниеносно, мои дорогие. И надо сказать, как и конец ноября, так и декабрь. Очень важна сфера отношений, личная жизнь. Но и отношения тоже в социуме, где-то с нашими соседями, знакомыми, с друзьями, может быть, коллеги по работе, с руководителями. Как будто, так вот нейтрализовать какую-то обстановку. А главное, чтобы не было среди нашего окружения тех, которые... так отчасти, конечно, зависть мы не изменим, но те, которые нам могли бы палки в колеса вставлять. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Вот, смотрите, у вас перевернулись карты. Смотрите. Видимо, это надо учесть. Может быть, кому-то одному, двум, но это важно услышать. Как взаимодействие карты императора может говорить сильными мира сего, согласование каких-то документов в высоких инстанциях, или, в принципе, вы хотите изменить свое окружение. Больше, чтобы было людей, которые где-то состоятельные, где-то, которые умеют влиять на какие-либо обстоятельства, то есть у них есть власть в руках. И вы где-то сами будете к этому стремиться. Может быть, и задумаетесь о карьере, если кто об этом не думал. Или это может быть ваш личный бизнес, хобби, творчество. Все что угодно, но это когда бразды правления, опять же, в ваших руках. И второй момент — рыцарь мечей. Посмотрите, у нас здесь показан могучий кентавр, который пытается пробить всеми силами врата какие-то, да, это не похоже на дверь. В этой колоде карт принципиальное значение имеют двери именно. Открыты они будут для нас или закрыты. Вот здесь закрыты. И он пытается, видно, просто пробить. Так вот, вопрос-то в том, что а нужно ли нам куда-то биться? Мы можем быть этим самым, как кентавром, и пытаться решить какой-то вопрос напором, каким-то реваншем, активностью. Но не факт, что результат нас устроит. С другой стороны, мы можем столкнуться с такими людьми. Мы можем столкнуться с людьми, у которых сложный характер. И если вот только буквально с языка сняла, и если вы понимаете, хочу я или нет, но с этим человеком мне придется контактировать. А может быть, вот с таким сложным характером сам руководитель. И значит, для вас задача номер раз — найти какие-то общие точки, интересов или какой-то почетный компромисс. То есть, не должно быть особенно тех людей, которые нам нужны, когда они не готовы нам помогать, не готовы нас выслушивать. Мы тут улучшаем, укрепляем наше положение всеми способами. А если нас кто-то пытается втянуть в какой-то конфликт, мы как будто от него уходим. Вот за период второй половины окончания уже ноября и начало декабря на этой неделе, по крайней мере, вот в течение 7 дней, видимо, это будет тоже важно. Может быть, какую-то задачу, касаемую вашей работы, вам надо решить. Или оформление документов, вполне вероятно. И, кстати, карта императора выпала. Мы уважаем власть, мы не прыгаем через голову руководителя. И тогда вот эта самая власть, она в нашем отношении работает со знаком плюс. Это точно еще одна карта Верховный Жрец как раз это подтверждает. Для кого-то это может быть «я иду учиться». Или ваше решение, что мне не хватает в какой-то области знаний. Или кто-то из вас, это учеба может быть какая угодно, у кого-то изучить язык, а у кого-то пойти учиться на права. И в конечном итоге мы эти знания к чему-то применим. И еще по этой карте, если мы не знаем, как поступить, обратиться либо к специалисту, либо обратиться к чужому опыту, где кто набил шишек. Вот правда, будет важно в чем-то не ошибиться как будто. Ладно. Давайте, вот открыты двери, закрыты, и что есть ключ, чтобы их открыть. На неделю с 27 ноября по 3 декабря, что для вас, мои дорогие весы, подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами первое проведем приятное время и все равно какую-то подсказку. Это у нас метафорические карты, они больше отражают событийный ряд.
Поэтому какая-то подсказка у вас определенно будет. Итак, что важно знать? Или в целом, как для вас сложится неделя? Может быть, настроение, или что будет, чем придется заниматься, может быть. С какими неожиданностями вы можете столкнуться, чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что может помешать? И что же будет помогать для вас, весы? Давайте достанем такую карту. Что скрыто? Может, чему-то мы не придаем значения. А может быть, и от нас что-либо скрывают. Откроем карту, узнаем. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что денежная энергия? Личная жизнь, мои дорогие весы. И давайте достанем карту совет, подытожим все выпавшие карты. Итак, что важно знать? Королева жезлов. Это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец, или имеет там асцендент, или это достаточно решительный человек, у которого всегда много идей, кстати. У него много идей, он знает, как разрулить тот или иной вопрос. По этой карте проходят хорошие специалисты. Это может быть и по работе. Вы с таким столкнетесь, когда мы можем к таким, кстати, людям обращаться за советом, потому что они словно знают как. И не обязательно, что это будет женщина, хоть у нас и королева. Это в целом энергетика именно такой карты. С другой стороны, это ваша, может быть, такая энергетика, и это к вам. Есть какое-то доверие к вашей персоне, мои дорогие, вы в центре внимания. Когда эта карта выпадает, знаете, хочется дружить. Поэтому, как и вам с кем-то может захотеться дружить, так и с вами кто-то будет искать контактов или налаживать какие-то контакты. И здесь у нас, если мы в целом лояльно относимся к миру, ну вот, наверное, как вы, мои дорогие весы, как раз больше настроены на какую-то дипломатию. Но эта дипломатия не должна быть нам в ущерб. И, кстати, по карте Королева жезлов проходит такое ценное качество — уметь хранить молчание. И поэтому, если какая-то сложная ситуация, ну, не обнародовать ее точно. Ну, и, видимо, если мы в таких энергиях находимся, вот этот успех, у нас она показана как будто триумфальная арка из цветов. Есть успех по решению того или иного вопроса. Может быть, как будто плоды уже королева жезлов собрала. И значит, у вас действительно что-то может решиться очень важное на этой неделе. У кого-то личная жизнь, у кого-то вопросы заработков. Вообще, в целом, больше жезловая энергия нам говорит дела, работа, бизнес и деньги. Ну, давайте посмотрим. Неожиданности, чего не избежать. Карта заслуженного успеха, да, правда, как минимум в одном каком-то деле будет успех. Или один какой-то вопрос вы решите, или что-то вы для себя окончательно проясните. По шестерке мечей это может быть и смена работы, может быть долгожданное какое-то приглашение, если вы отправляли резюме, или уже у вас были собеседования, или вы, может быть, и не отправляли ни резюме, ни собеседования, но на одной неделе как-то так закрутится, обстоятельства закрутятся, и вам предоставится возможность, правда, перейти на другую работу, или вы об этом подумаете. Или по шестерке мечей очень хорошо проигрывается, когда мы сами на себя работаем, кстати. Для кого-то из вас неожиданным может быть путешествие или смена графика работы. Раньше ходили в офис, теперь удаленно, может быть, на дому, или наоборот. Для кого-то это может быть работа с командировками, у кого-то релокация офиса, а кто-то, правда, буквально по шестерке мечей всегда хорошо проигрывается сфера IT. Это единственная сфера, где мы можем не сидеть несколько лет, прежде чем мы получим диплом, а вот именно путем каких-то скиллов, навыков, наработок обрести специальность. И кто-то из вас вполне вероятно надумает это осуществить. И, мои дорогие весы, все то, что мечи, это все-таки ваша энергия, воздух и все, что связано где-то с интернет, с популярностью, с мессенджерами, с IT-технологиями. Это все про вас. Вот там вас, многих из вас, по крайней мере,
может ждать успех. Или заявить о себе посредством интернет, сделать себя более популярным, известным. Вот то, чем вы сейчас, может быть, занимаетесь, или экспертность ваша по какому-то вопросу, как будто нужно не тушеваться и себя не прятать. Дорогу осилит идущий, нам об этом говорит карта. И это не тот успех, который приходит на этой неделе. Это заслуженного успеха. Как будто мы здесь, ну, продолжаем двигаться в том направлении, которое мы себе наметили. И карта просто подтверждает, что у тебя все получится. Это в неожиданностях. Может быть, какая-то и, как, знаете, ласточка первая, если вы недавно начали какое-то свое собственное дело, или, может быть, новая должность, или, ну, что-то такое, элемент обновления все же есть, и вы получите какое-то признание, или когда, ну, на работе, может быть, руководитель заметит вашу компетентность, вашу деловые какие-то качества или, опять же, экспертность, что-то доброе, хорошее, светлое. Можно решить это точно. Ну или связанное с перемещениями, кто-то будет планировать, может быть, из вас путешествие, и кто-то далеко, а кто-то и поближе, может быть, на, ну, где-то новогодние праздники, Рождество. Итак, чему сейчас не время? Вообще нет того, чему бы сейчас не было времени. Единственное, смотрите, дом, семья, благополучие. Вот правда, эти вопросы, они будут у вас на повестке дня. Но все же это в позиции, чему сейчас не время. Деньги как будто вы получите или получаете, мои дорогие весы. Ну вот если про деньги, как будто мы их не тратим, не торопимся, но, видимо, будет желание что-то такое купить. С другой стороны, не думать, что все мы контролируем. Какие-то неожиданности или какую-то, ну, может быть, новость приходит, и нам придется вносить коррективы в наши планы. Поэтому десятка пентаклей – это, знаете, как вершина уже чего-то, как какой-то итог. Ну вот как будто рановато еще итоги подводить, мои дорогие, может быть и так. Потому что какая-то история продолжает развиваться, но определенно то, что получится что-то у вас осуществить, у каждого в своей сфере жизни, вам придает уверенности в завтрашнем дне. И это может где-то, ну так, отчасти расслаблять. Хочется, может быть, расслабиться. Может быть, и хочется в доме, да, побыть. У кого-то из вас будет просто желание: не хочу идти на работу. Почему нет? Вполне вероятно. И для кого-то ведь это будет как побудительный мотив, а не продумать ли мне удаленную работу. Или, может быть, по причинам вашим личным, вашей семьи, тоже встанет такой вопрос, когда график работы нужно скорректировать. Но пока еще не время подводить итоги. Не время расслабляться, я бы в целом сказала так. Что будет помогать? Точно не время расслабляться. И в этой колоде карт у нас показана девушка, как будто двери, если мы говорим двери, да, самое главное. Так вот, в предыдущих картах дверей нет, а в королеве жезлов она вот в этой арке стоит сама. То вот здесь как раз 5 кубков и показана дверь горящая. Вы должны как будто сделать что-то так, как прежде не делали, или решиться на какой-то, ну, такой серьезный шаг в своей жизни, когда тоже у нас словно нет опыта, но это существенно может изменить качество жизни. Как будто не ожидать, понимаете? Вот если мы не ожидаем, словно делаем этот прыжок, такой квантовый скачок. Тут надо прыгнуть, а девушка у нас показана, которая кричит, она ждет, что придут ей на помощь. И карта говорит: прыгай. Ну, набьешь ты пару шишек, синяки, ладно, это все заживет, но ты будешь жива-здорова, и ты спасешься. То есть у тебя что-то пойдет кардинальным образом не так, ты что-то улучшишь. А она продолжает ждать, а нам показаны сумерки, никто на помощь не придет. Надеемся сами на себя. Вот это вам помогает. И что-то, правда, сделать не так, как прежде. Может быть, выйти из режима ожидания, что вот я сижу, жду, а мне позвонят, может быть, по работе. А тут все-таки наша какая-то активность, заслуженный успех, понимаете? От ваших действий зависит и успех, будет он или нет. И здесь, видимо, ну, правда, тут нужно принять какое-то будет вам совершенно альтернативное решение, но не оставаться на месте. Вот как будто так. Давайте мы посмотрим, что же скрыто
Тут будет важно что-то не упустить, но и с другой стороны, как будто не сглупить нулевой аркан. И в целом нам говорит карта, идти вперед придется. Видимо, обстановка вокруг вас или какие-то перемены неизбежны. Сама по себе карта, пусть не в этой колоде, в другой, она называется «Хаос перед началом творения». Поэтому может быть как хаос, много информации, много и ваших каких-то идей или того, чего бы мы хотели осуществить. Вот здесь нужно подобрать вот этот самый ключ, который он словно примеряет наш шут, примеряет к пространству вот этот вот самый ключ, чем же я хочу заниматься, или как мне правильно действовать по конкретному вопросу, или как мне правильно оценить обстановку. Вот здесь что-то нужно просчитать. С одной стороны, повторюсь, мы не должны собой рисковать, рассчитываем сами на себя, потому что никто не придет на помощь. С другой стороны, и в прошлое оборачиваться, как будто это не имеет уже тоже смысла. Нам все равно нужно идти вперед. И вот у нас показан такой шут, который очень умный шут, я бы сказала. Он, видя, что это пропасть, он это увидел. И он пытается найти ключи, как через нее перейти, перепрыгнуть. То есть тут продуманный персонаж у нас. Вот и вам как будто придется какую-то интеллектуальную, может быть, задачу решать, как изменить ход дела какого-то, или как подобрать ключи к конкретному человеку и договориться, или какое-то дело конкретно, опять же, обернуть в свою пользу, в свою сторону. Ну, у нас как будто триумфальная арка показана с первой карты, поэтому у вас что-то получится осуществить. Но не думать, вот почему десятка пентаклей, наверное, вам и выпадает, как чему сейчас не время. И мы сказали, не время итогам, не время расслабляться, потому что нас где-то может ожидать та ситуация, которую просчитать невозможно. Поэтому держать руку на пульсе определенно хорошая практика. Дела, работа, бизнес. Правда, деньги вы получите на неделе. И у нас по карте девятка, кстати, кубков, это карта самореализации. Правда, можно получить должность или начать как минимум делать карьеру, может быть, переговорить с нужными людьми или с тем руководителем, который к вам лояльно относится, или вообще вот как-то продумывать вот эту стратегию и тактику, потому что по этой карте мы получаем то, чего мы хотим, если мы этим занимаемся. Нет открытых дверей, человек уже буквально празднует, поэтому... Хоть и кубки нам здесь говорят больше, а как раз когда у нас получается что-то в материальном плане, ну или деньги мы получаем, благополучие наше, когда мы уверены в сегодняшнем дне и где-то в завтрашнем. Но девятка всегда по нумерологии пороговое значение. Впереди перемены. Вторая карта, которая про перемены. Может быть, и поэтому нам говорят, что на что-то надо решиться. Как будто не быть в режиме ожидания, это точно. Но и деньги мы не тратим, потому что девятка, опять же. Давайте мы посмотрим, что же на деньги. Здесь нам колесо фортуны, посмотрите, как будто мы не знаем, как поступить. И люди у нас, которые собрались за столом, каждый из них не знает, как поступить. Поэтому они дружно собрались и путем спиритического сеанса надеются, ну, может быть, я получу подсказку, или кто-то скажет, может быть, фразу или мысль какую-то выразит вслух, а я это возьму себе на пользу, и мой какой-то пазл сложится. Вполне вероятно, вы услышите такую информацию по части денег, которая откроет вам какие-то новые возможности. Либо к заработкам, либо к дополнительному доходу, либо это вообще старший аркан, он может касаться всех сфер жизни. Как и просто перемежаться, например, может личная жизнь с вопросами финансов, работы, вопросы, тоже с вашим доходом или с заработной платой. Пусть это ваш бизнес или ваше ремесло, значит тоже, опять же, каково развитие и какой эквивалент я получу. Старший аркан. Но в этой колоде карт мы не ждем чудес. Понимаете? Руку, опять же, нам говорят, держи на пульсе. Но вполне вероятно, с учетом всех выпавших остальных карт, тут, правда, у вас словно что-то доброе, хорошее для вас самих вы можете сделать. Но от вас это потребует концентрацию внимания. Это ведь правда может быть как фраза какая-то.
Или какое-то предложение, информация, может быть, предложение не вам лично, а кому-то другому. Вы это услышали. Человек отказался, а вы вовремя как-то перестроились, обыграли вот эту ситуацию. Ну, ведь может быть по-разному. Возможности к нам всегда приходят в тот момент, когда мы их меньше всего ждем. И приходят они иногда, прямо скажем, по-дурацки. То есть выглядит сначала что-то нелепо. И вот в этой нелепости нужно разгадать какой-то большой план или хорошие перспективы. Личная жизнь. Нам здесь самое главное в иллюзии в какие-то не поддаться. И вообще, вот правда, по части денег где-то нам говорят. И с другой стороны, семерка мечей, так уж ее прозвали картой вора. Поэтому на всякий случай, отправляясь в магазины, может быть, подарки или еще что-то вы покупаете, приобретаете. Вот почему десятка, опять же, нам пентакли выпала и говорят, не, ну не время тратить деньги. И девятка-то кубков тоже об этом говорит. Так вот, если здесь семерка мечей, это карта хитрости и обмана. Конечно, у кого-то это может проиграться в отношениях. Может быть, вы хитрите, может быть, и с вами хитрят. Хотя нет таких карт, которые бы говорили о хитрости в отношении вас. Нет, ни одной карты. Поэтому, может быть, это ваши, ну, такие темы есть, которые вы не хотите обнародовать. Или вы хотели бы, допустим, это у нас, если мы про конкретно эту карту говорим, у нас закрыты двери, и девушка рисует точно такие же двери, и она надеется. Дверь, вот она сейчас открытую дорисует, и настоящая дверь тоже распахнется. Но мы-то с вами понимаем, что этого не произойдет. Поэтому, знаете, не зазеваться будет важно. Опять же, контролировать, ну, видимо, предельно, что происходит вокруг вас, что говорят люди. Для вас это будет все важно. Если это даже касается личной жизни, ну, тоже как будто внимание не ослабишь. И с другой стороны, добавлять себе, знаете, когда мы додумываем сами ту или иную ситуацию, есть всегда риск, что мы себе замыливаем глаза, какой-то вопрос, проблему. Вместо того, чтобы что-либо озвучить, мы ее дорисовываем, а потом начинаем жить вот именно этими мыслями. А реальность-то мы упускаем. Вот что-то вам важно не упустить, мои дорогие весы. Хотя у кого-то это может касаться вопросов денег, финансов или работы. И пусть это выпало на личную жизнь, но мы же все разные, правда? Кто-то не строит эту личную жизнь. Нам-то тут сказали, ведь десятка пентаклей, как будто в вашем доме, в вашей семье или в том месте, где вы отдыхаете, ваше место комфорта, там все хорошо, но не время расслабляться, опять же. Давайте мы посмотрим карту совет. Королева кубков. Ну вот тут очень такая красноречивая карта, правда? Посмотрите, тут как ожидание. И нам уже сказали, не время ждать. Здесь как видение королева кубков, как иллюзия для молодого человека, который стоит на коленях и буквально молится на это видение. Он ушел из реальности. И вот нам карта говорит, первое, хватит ждать, раз. А второе, контролируй конкретно, что происходит в твоей жизни. Ну, наверное, не замечтаешься, мои дорогие весы. Может быть, и будет какое-то вдохновение, все-таки королева жезлов, да, и вот эта триумфальная арка из цветов. Есть какой-то вопрос, как минимум один, повторяюсь, то, что вы решаете. Вам это и прибавляет как и сил, так и хорошего настроения, но, видимо, как-то разделять работу с настроением, эмоции с какой-то логикой. Вам постоянно придется на этой неделе видеть ситуацию таковой, какая она есть. Об этом нам советует карта. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Видимо, вот эту десятку пентаклей, как и королеву жезлов, какие-то возможности нужно сохранять, умножать, чтобы в последующий еще какой-то больше успех заслуженный получить. Ну и подмечать все то, что происходит вокруг. Найти ко всем ключи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие.